Всем привет! Мы продолжаем нашу рубрику «Психологический портрет». И сегодня у нас Борис. Борис, привет. Спасибо, что согласился на интервью. Готов пообщаться? С тобой, да. Спасибо, Борь, это приятно. Борь, первый вопрос у меня по итогам, скажем так, прошедшего мажора. Как ты себя сейчас чувствуешь после мажора? Ну, в целом, я чувствую себя как обычно. Я не думаю, что хорошие, средние или плохие результаты на турнирах сильно аффектят мое состояние. И я к этому, типа, не такое супер большое значение придаю, чтобы от этого какая-то там, допустим, самооценка устраивалась. Раз уж ты сам упомянул про самооценку, а на чем ты выстраиваешь свою самооценку? То есть что позволяет тебе, не зависеть суперсильно от каких-то результатов игровых? Я думаю, что в целом в игроке, понятно, должно быть какое-то естественное, идущее изнутри, так сказать, стержень. Также можно использовать, например, осознание того, что ты не какой-то там хуй с горы, уже играл хорошо, и что если что-то не получается, то это временно. Вот. Но в целом я достаточно сильно опираюсь, например, на то, как я играю, например, в недавнее время. Это, конечно, динамичная величина, это не супер хороший, так сказать, выбор, но есть как есть. А на какие конкретно, не знаю, метрики, объективные это или субъективные, ты строишь, собственно, оценку качества своей игры? Ну, я думаю, сам я объективно оценить не могу. Я могу лишь, понятное дело, субъективно смотреть, как я играю, и из этого делать какие-либо выводы. Вот. Если нужна какая-то помощь, если ты сам не справляешься с тем, чтобы выделить, то, я думаю, вполне можно прибегнуть к оценке со стороны, потому что у тебя в коллективе еще есть много людей, в которых ты можешь спросить, что норм, что не норм. Таким образом, используя этот великолепный фидбэк, можешь начать чувствовать себя увереннее, либо найти, над чем тебе работать. А если брать, если говорить о субъективной оценке, вот на чем твоя субъективная оценка строится? На чем ты, выбираешь, на что опираться? Я не думаю, что сейчас я смогу сказать, что является такими критериями, которые можно выделять, чтобы оценивать свою игру. Это больше сейчас идет от каких-то ощущений и просто от осознания в моменте игры, то есть насколько ты понимаешь, что сейчас нужно сделать и как это нужно сделать. Будь то тренировочный процесс, будь то официальная игра. Продолжая опять-таки тему про стержень, о котором ты начал говорить, у меня такой вопрос. Какие бы ты в себе самом выделил сильные черты характера, сильные стороны? То есть благодаря чему твой стержень жесткий? Одним из, так сказать, значимых аспектов определенно является трудоспособность. Я уверен, что я могу посвящать игре гораздо больше времени, чем, типа, много кто. И для меня это не особо сложно. Также, я думаю, я не знаю, как это описать, но если как-то очень просто сказать, то у меня гораздо более простое отношение к каким-либо неудачам. То есть много людей начинают злиться, много людей начинают что то ныть, какие-то эмоции вот это выплескивать. Вот. У меня такое бывает, так сказать, по праздникам, вследствие какого-либо, может быть, накопительного бума. Но в целом я отношусь, типа, просто к этому, потому что, ну, типа, it is what it is. Я думаю, это полезная штука, чтобы она не замедляла тебя. Расскажи поподробнее про свою трудоспособность. За счет чего, собственно, она у тебя, не знаю, сформировалась? Или это какое-то твое врожденное качество? Как ты считаешь? Я думаю, это качество, которое я развил. Но, скорее всего, это вещь, которую ты можешь развивать в течение вообще жизни. Допустим, тебе что-то интересно, какая-то сфера. Возьмем, пример, Counter-Strike. Так. Я думаю, что пользу извлечь можно, если
посвящать этому много времени, но втупую играть, например, обычные миксы, это не будет самым эффективным способом. Вот, и поэтому тебе нужно многократно подходить, к Counter-Strike с разных сторон. То есть изучать его не только в плане каких-то навыков твоих, которые ты отрабатываешь на игре 5 на 5, а также уделять время другим аспектам, из которых складывается твоя игра. И если ты можешь их адекватно выделить и направить на улучшение чего-либо какое-то, так сказать, количество времени, то, я думаю, ты можешь стать, типа, супер сильнее. Если ты, например, вместо, допустим, 100 часов на дезматче потратишь 20 часов на дезматч, 20 часов на какие-нибудь демки, 20 часов на какую-нибудь фигню еще, то ты станешь лучше, потому что эти вещи, они подкрепляют друг друга. То есть, Боря, я правильно понимаю, что для тебя трудоспособность — это не столько про количество, про там, объем работы, сколько про качество этой работы? Нет, Поясни. потому что я не думаю, что это можно обозвать конкретно качество либо количество. Это по-любому микс. Этого должно быть по-любому много в количественном плане, но также в качественном плане ты должен подходить к этому ответственно. Потому что если ты будешь подходить к этому плохо, например, ну, одно и то же, например, делать, вливая в это много часов количественных самых, вот, то это будет херово, я думаю. Трудоспособность, о которой ты говоришь, она, ну, может реализоваться, ну, лучше и эффективнее, насколько я тебя понял, в сфере, которая тебе интересна. Да. Вот опять как пример, игра в Counter-Strike. И, собственно, мой вопрос к тебе: почему тебе интересен Counter-Strike? Потому что я знаю, что в какое-то время ты в доту там поигрываешь, ну, на досуге там, а может быть, какие-то другие игры. И вот чем именно тебе интересен Counter-Strike? Я думаю, я не смогу выделить что-то одно. Типа, чем мне интересен Counter-Strike, скорее всего, это по-любому, так сказать, микс из различных, так сказать, вещей, будь то осознание, вот одним из аспектов можно сказать, что осознание, что ты типа можешь норм играть, то, что тебе это нравится, сам процесс. Также наслаждение от процесса того, что ты работаешь в коллективе, это дает какие-то плоды, например. Какие-нибудь победы над кем-то, будь то турнир, будь то, типа, официальный матч, и этим самым ты можешь отслеживать какой-то прогресс. Эти вещи привлекают, само соревнование тоже является, так сказать, притягающей деталью этой деятельности. Опять-таки, вот я сказал тебе про доту, вот почему, скажем, не дота, а Counter-Strike, потому что ну, в доте, очевидно, те же есть компоненты, которые ты перечислил. Сань, да потому что батя мне купил Counter-Strike Source, и я играл в Source, типа, всегда после школы приходил, играл в Source, и все. В доту я зашел в один раз с чуваками с паблика в Source, сыграл 0.23 и потом больше не играл в Понял, Source. что дота — это не мое, Потому да? что это вообще не моя дисциплина, и играл дальше в Counter-Strike. Потом появился Global Offensive, и я в него фигачил. Ты в команде сколько уже? 4 года, 5? Около 4,5. 4,5. И ну, практически все время в этой команде ты ну, показываешь очень хорошую игру, качественную, и в целом находишься на высоком уровне. Собственно, мой вопрос в чем? За счет чего ты поддерживаешь ну, такой достаточно высокий уровень игры? Если говорить про какую-то жесткость, так сказать, и высокий уровень игры, то я бы выделил это скорее как последние, например, 2 года. В целом, на протяжении, типа, первых 2 лет, можно сказать, я, типа, что то играл, что то учился, что то становился лучше. И потом произошел, так сказать, бзик, осознание, что, типа, Counter-Strike одинаков везде, все просто. Вот поиграл 1 раз на мажоре, как-то проще начал относиться ко всему. Это мне помогло. И вот, например, с того момента я могу это, так сказать, очертить, сказать, что вот тогда началась нормальная игра. В какой-то момент она была хорошая, иногда бывало хуже, но в среднем гораздо выше уровень стал. Я думаю, ключевым элементом является отношение вообще в целом к игре своей и к процессу вот этому.
То есть если ты там особо не напрягаешься, то нормально будет. Ментально ты имеешь в виду, не напрягаешься. Ну да. Слушай, Борь, а вот в контексте вот подобного отношения, побывав на нескольких крупных турнирах, выиграв там тир-1 турнир, вот какие сейчас у тебя амбиции, как у игрока? Я не особо разделяю вот эти вот, типа, классические спортивные амбиции, типа там быть на вершине сильно, жестко, или там эру какую-то продолговатую сделать, Продолговато. продолговатую, цилиндрическую, вот эта вся херня. Типа, понятно, что типа кому-то это мотивацией служит, чем-то еще, так сказать, причиной жить, просыпаться с утра, но меня гораздо больше привлекает, знаешь, сама вот эта гонка с самим собой. Что ты имеешь в виду? Чтобы ты становился лучше в рамках своего ремесла. То есть, если ты четко какие-то задачи выделяешь, с которыми ты сталкиваешься, которые ты должен выполнять, это больше про акцент на них, и про то, как делать что-то лучше. И если ты будешь делать все пиздато, я думаю, то ну, у тебя будут вот эти вот твои продолговатые победы. Но, типа, думать, типа, стать там, блядь, величайшим каким-то, блядь, хер знает кем, оставить какой-то след. Похер, типа, пусть остается или пусть не остается, типа, какая разница. А если с ментальной точки зрения смотреть, у тебя есть какие-то вещи, в которых ты хочешь стать лучше, там, не знаю, сформировать какие-то навыки, улучшить там какую-то черту, То есть это возможно, вне собственно. игры. Такое квази-игровое. Да, я думаю, главное быть крутым чуваком, Так, хорошим человеком и не мудаком каким-то. базированный ответ. Вот, поэтому У тебя получается, как ты считаешь? я стремлюсь к этому. Хорош был. Получается мне или нет, нужно спросить у окружения. Боря, ну, мне кажется, у тебя получается. Великолепно. А я тебя спросил про сильные стороны, а какие слабые стороны ты в себе видишь? Так, ну, первостепенно я могу выделить, так сказать, одну слабую сторону из одного из самых первых ответов в видосе, а именно оценка, так сказать, своей игры, которая выливается в самооценку. Как я в самом начале сказал, если ты судишь по себе, по тому, как ты играешь, какой-то вот недавний промежуток времени, это является динамической величиной. Следовательно, если у тебя чуть-чуть что-то не получается, вполне вероятно, что можно загнаться, какую-то жуть надумать, тогда будет еще тяжелее, типа. Вот, У и... тебя такое иногда возникает? Ну да. Понял тебя. То есть, если ты, ну, играешь, что-то, понимаешь, что что-то тут не то, то есть неделю назад все было четко, а сейчас что-то не клеится. Хотя, например, твои игровые ритуалы ничем не отличались, и условия все те же, просто не тычутся кнопки так же хорошо, как это было, то можно начать думать, а что не так? Какую-нибудь фигню вскопать. Конечно, вскопать фигню может быть и полезно, чтобы, так сказать, подумать над этим, прийти к решению какому-то. Но если это какая-то фигня, прям фигня, то может лишь время забрать, также уверенность и эффективность твою. То есть ты считаешь, что такие скоропалительные выводы не стоит делать там на дистанции в неделю, допустим? Считаю, что да, определенно. А если такие ситуации все-таки происходят, как ты с ними справляешься? Ну, опять-таки, ты сам сказал, что там иногда не получается. Если такое происходит, то должно хватать, так сказать, мозгов и осознания вот этого, что типа, что не так. Но на самом деле это не так, типа, просто в моменте, когда ты понимаешь, что что-то не клеится, но ты не можешь выделить еще. Поэтому это иногда бывает сложно. Не знаю, нужна помощь со стороны какая-то. Самостоятельно я не думаю, что если ты над чем-то загоняешься, типа, можно вылезти. Потому что если ты сам собой эту херню пытаешься накрутить, надумать, ты надумаешь лишь больше. А вот мы сейчас с тобой говорим там про твои сильные стороны, про слабые стороны, про то, что позволяет тебе находиться на достаточно высоком уровне. А в целом, вот как ты считаешь, какие качества важны для профессионального киберспортсмена? Так, ну я думаю, что многие
Люди, которые хотят связать свою жизнь с киберспортом, не отдают, так сказать, должный отчет, трезвую, так сказать, оценку тому, что суперсильной долей, так сказать, вероятности успех — это рандом. Понятно, что возможны, типа, феноменальные игроки изначально, но таких, так сказать, в современном Counter-Strike можно пересчитать там по пальцам одной руки. Все другие случаи — это примеры работы в большей степени, чем какого-то таланта. Понятно, его может быть у тебя супер много, и ты вообще нереальный чел. Понятно, у тебя может быть какая-то чуть меньше, но предрасположенность к вот этому всему. Вот из этого, типа, должно следовать, что ты должен быть в состоянии принять неудачи, потому что неудачи, они будут, и их будет дохера. Потому что это супер, типа, соревновательная среда. Неважно, как ты бьешь, важно, как ты держишь удар. Это, типа, всего лишь повторяющиеся по кругу, так сказать, ивенты, турниры, типа, одни и те же карты, одни и те же люди. И все зависит от случая, от момента. Короче, Да. упорство реально решает жестко. Верить в себя решает жестко. Это вообще нереальная, кстати, имба. Если у кого-то есть, так сказать, перк веры в себя, то этим людям красная дорожка. Как ты считаешь, вера в себя развивается? Может быть, на твоем личном примере? Я думаю, вера в себя, например, в начальных этапах твоей, например, допустим, карьеры, она по-любому у тебя на высоком уровне, потому что это позволяет тебе людей перестреливать в игре. Вот. То есть пикать, выходить в человека и убивать его. Вот. Но я думаю, со временем, может быть, не у всех, но со временем эта вера, она у тебя, так сказать, принимает другую форму. Если простыми словами, то у тебя просто в башке, например, может появиться больше какой-то фигни, о которой нужно думать в рамках игры. То есть некоторые вещи, понятно, там у тебя на уровне рефлексов и таких быстрых реакций, над которыми особо пыхтеть не надо, но со временем, чем дольше там люди играют вот это вот все, у тебя больше ставка идет на то, не на то, что ты вот типа выйдешь, чувака перестреляешь, а на то, что ты сыграешь типа четко. И это не будет заключаться в том, как ты мышку крестика водишь. Если ты не гений, типа с нулевой, то во многом это будет зависеть от того, куда ты попадешь, то, каким ты игроком становишься. Это отражение людей, которые тебя окружают на этом пути. То есть, если ты попадешь в компанию людей, так сказать, с головой, нацеленных, так сказать, на рост, то это гораздо лучше, нежели ты попадешь в какую-то тусовку чуваков, играющих в КС, но не особо разделяющих этого интереса и так далее. Не особо, так сказать, ответственно к этому подходящим, например, то, что ты перенимаешь какие-никакие привычки от людей. Был ли в твоей жизни какой-то такой момент, когда ты получил супер крутой совет? Совет, который вот до сих пор там, ты считаешь очень важным, очень импактным в твоей жизни? Единственный совет, который имеет значимость, это лишь пейте больше воды. И все. Это база. Это база. Есть ли какие-то вещи, к которым ты испытываешь отвращение? То есть вот что-то такое, что прям, максимально неприятно для тебя? Типа речь про какие-то качества у людей? Ну, да. Да и нет, наверное. Мгм. Потому что я понимаю, что все люди типа разные, и все могут по-разному реагировать на какие-то события и типа сильно акцентировать свое внимание на каких-то там реакциях или поведении в тот или иной момент. Типа не особо типа понт имеет какой-то. Есть ли какие-то люди, которые прям вдохновляют тебя в твоей жизни?
Я думаю, что единственными людьми, которые меня вдохновляют, является моя команда. По причине того, что каждый человек в коллективе, так сказать, в том или ином проявлении гениален. Потому что без этого ты бы, ну, не мог показывать хорошую игру на таком высоком уровне. Вот, и я, типа, уверен, что меня окружают люди, у которых есть голова на плечах, которые могут нажимать кнопки хорошо в игре, и за счет каких-то качеств они показывают хорошую игру. Слушай, Борь, а в целом в людях вот какие качества ты ценишь? Вот не столько там в киберспортсменах, а в людях, ну, близких тебе, в друзьях, в тиммейтах. Опять-таки, не игровые какие-то вещи, да, а больше такие, ну, общечеловеческие. Это сложно, конечно, но для кого-то это супер просто. Но, окей, кто-то может выделять какие-то прям реально качества при взаимодействии с тем или иным человеком, но я думаю, первостепенно ты должен отталкиваться в этом плане от своих ощущений, а не вешать какие-то типа ярлыки. Так, вот по вот этому критерию подходит, по вот этому не подходит, пошел в жопу. Вот, я думаю, это должно идти как-то естественно. Наверняка бывают ситуации, когда в рамках рабочего процесса ты не согласен с капитаном, с тренером. Как ты ведешь себя в подобных ситуациях? То есть что делаешь? Так, понятное дело, что, я думаю, много у кого первичная, так сказать, реакция на вот это вот, это непринятие какое-то. Также тебе не особо приятно, потому что ты что-то делаешь, и в своей голове ты уверен, что это типа супер правильно. И если тебе за это говорят до того, как ты сам как-то это оценишь, поймешь, типа, что хорошо, что плохо в этом, то это порождает несостыковку в твоей голове, с которой ты, типа, не особо хочешь соглашаться, поэтому вызывает неприятные ощущения периодически. Вот, но если говорить про меня, типа, да, вот эта реакция первая, понятное дело, типа, от нее никуда не деться, потому что, типа, блядь, парни, типа, я думал, все типа норм я делаю. Если я что-то сделал, что-то не получилось, я сам об этом подумал, пришел к какому-то выводу, и мне после этого говорят уже, типа, что не так, то это гораздо легче будет восприниматься, чем, типа, супер быстро, с нулевой, типа, до того, как я сам подумаю, что происходит. По итогу оно приходит к тому, что я делаю то, что мне озвучивают, то есть, типа, иду на уступок. Это вообще самый, так сказать, не то, что приоритетный, это самый вообще основной вариант, потому что, потому что так получается, потому что я доверяю людям, потому что я понимаю, что нафига им мне говно предлагать какое-то. Это, так сказать, тонкая тема, потому что, с одной стороны, это твое собственное мнение, чтобы, так сказать, его как-то обосновать, плюс подкрепить, плюс донести еще до человека. Это нужно, так сказать, много умственных ресурсов, а также той самой, типа, уверенности в себе. Вот. Но, с другой стороны, можно к этому подходить чуть проще, чуть меньше напрягаясь, доверяя людям, потому что это вообще не в их интересах, типа, тебе какое-то говно предлагать. И поэтому какие-то вот эти наставления по каким-то таким спорным ситуациям я всегда думаю, прислушиваюсь. И даже если я думаю, что это говно, я все равно это делаю. Слушать друг друга надо. Это очень хороший вывод. Помимо игровых действий, вот помимо непосредственно того, что ты должен делать в игре, как ты считаешь, чем ты помогаешь команде? Говоря за себя, я не могу сказать ничего. Но если взять, так сказать, усредненную такую модель, шаблон, киберспортсмен в коллективе, то ты ни в коем случае не должен вносить какие-либо деструктивные качества. Ты должен быть примером, типа, ты должен, не знаю, подобающе, так сказать, делать дела. Если ты все делаешь супер четко, понятно, это не означает то, что люди, которые рядом с тобой,
могут это, типа, перенять. Они могут это перенять, могут не перенять. Но Безусловно. если ты будешь нести какую-то, так сказать, деструктивную модель, это более заметно. То есть если ты как-нибудь херово относишься, типа, к чему-то, там, к какой-то тренировке, то такие вещи гораздо легче впитать другим людям. То есть лучше быть хорошим чуваком и, Мгм. может быть, в чем-то помочь кому-нибудь одному, там, 2 из 4 еще людей в коллективе играющих. Вот, чем быть, типа, козлом, из-за которого сначала там один загонится на какую-то фигню, типа, какую-то, что ты не так делаешь, и это будет, типа, только вредить. Такой у меня вопрос к тебе возник. Как ты реагируешь на критику в свой адрес? На сцене я угораю с нее. Я рофлю. То есть она тебя, ну, не аффектит как-то негативно? Тут можно выделить про то, от кого идет эта Мгм. критика. Если это идет критика от какого-то авторитетного источника, в данном случае, в моем примере, это моя команда и мой коллектив, тогда я определенно прислушаюсь к этому и, типа, сделаю все, что в моих силах, чтобы как-то это исправить. Вот. Либо это могут быть люди из сферы, которые, типа, что-то понимают, но этим людям из сферы не особо интересно критиковать меня с целью того, чтобы я стал лучше, потому что это соревновательная среда. Нахрена, типа, мне давать какие-то там советы или, так сказать, пищу для размышлений, чтобы мой враг стал лучше, типа. Ну, это не совсем так работает, я думаю. Поэтому мои главные критики — это моя, так сказать, команда. Надеюсь, они будут меня критиковать. Хорош, Борь. Вот есть ли какие-то вещи, которые ты не любишь делать, но их делать приходится, и вещи, которые тебе не приходится делать, но ты их все равно не любишь? Я не знаю, что я не люблю. Ну, так я не могу вспомнить. Ну, что-то мне, конечно, не по кайфу. Ну, а то, что не по кайфу, мы не делаем. То есть все, что ты делаешь по кайфу. Дается ли моим, типа, действиям какая-то вот эта эмоциональная окраска или нет, я не уверен. Я просто к тому, что ты сказал какие-то вещи, которые ты любишь, вот, то есть там, Counter-Strike. Да нет смысла, бля, в моей жизни, бля, без игры. Все. Ничего я больше не умею. Вот и всё. Ну, Никогда не поздно, конечно, научиться, но если хочется. если хочется, да. А хотеть не вредно. Вредно не хотеть. Какой бы ты хотел видеть свою карьеру глобально? Перефразируя твой предыдущий ответ, ты хочешь там свою карьеру видеть такой, чтобы ты, ну, постоянно рос, постоянно развивался, постоянно становился лучше Ну как да, игрок. потому что это то, в чем, кстати, я вижу наслаждение от занятия вот этим вот. И мне это нравится, а не в том, чтобы остаться каким-то, блядь, великим для кого-то там. Потому что это, так сказать, оценка от людей извне, и она временна. Борь, любимый персонаж аниме. Джин Фрикс. Кто это? Расскажи мне. Батя Гона Фрикса. Почему он тебя привлекает? Характер. Ты бы хотел быть на него похожим? Определенно, да. О чем бы ты хотел, чтобы люди узнали про Борю Мэджикса? Этот персонаж будет раскрыт посредством влогов с предстоящих турниров. Хорош, Борь. Болейте за Team Spirit. Какой же ты базированный.